Все, друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем солить воблу. Посмотрите, сколько у меня воблы. Здесь около 9 килограмм. Было 10, но я чуть-чуть там ее забраковал некоторые. В общем, около 9 килограмм. Эта рыба у меня, друзья, пролежала в морозилке, не соврать, ну месяца 3-4, не меньше. Я про нее, честно говоря, забыл. А вот сейчас вспомнил, как раз и сезон такой пивной хороший, вот решил рыбку засолить. Солится рыба очень просто, друзья. Вы, наверное, сами не хуже меня знаете. Значит, донышко пересыпаем солью. Вот такое ведро я использую, 20-литровое. Бросаем рыбку на дно. Слой рыбы, слой соли. Слой рыбы, слой соли. Соли жалеть не надо, друзья. Она все равно больше, чем ей нужно, не впитается. Друзья, теперь рыбу нашу накрываем чистой тарелкой. Вот так. И отправляем ее в холодильник. В холодильник, так как рыба мелкая, отправляем ее на 3 суток. Сутки рыбка постоит в холодильнике. Через сутки вот сверху этой тарелочки мы поставим гнет. Что-нибудь такое тяжелое, чистенькое. Килограмм на 4, на 5 будет достаточно. И вот так она уже с гнетом простоит все оставшееся положенное ей время. Все, пошли. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Прошло ровно 3 суток. Сейчас рыбу нашу мы помоем, смоем с нее соль и отмочим. Рыбка наша была под гнетом 2 суток. Убираем камень, сливаем соленую воду, рассол или тузлук. И вот эта жидкость, то, что я вылил, друзья, это не вода. Я сюда воду не добавлял ни грамма. Это то, что соль вытянула из рыбы. То есть это вся эта жидкость вышла с рыбы самой, друзья. Сейчас мы смоем соль с рыбки. Сейчас мы ее смоем. Соль смоем с рыбы. А потом будем отмачивать. Сейчас мы что делаем? Сейчас мы ее должны отмочить. То ведро, в котором она солилась, к сожалению, треснуло. Вот такое сейчас качество, да, выпускаемых вещей. Да, пришлось взять вот это старое, проверенное, металлическое, эмалированное.
Так, наполню ведро водой и рыбку будем отмачивать. Друзья, значит, существуют такие негласные правила. Сколько суток рыба простояла в соли, то есть сколько суток она у вас солилась, столько же часов мы ее отмачиваем. И столько же раз мы меняем воду. То есть отмачиваться она у нас будет 3 часа, но каждый час я буду менять воду. Все, друзья, уберу рыбку в тень и через час сменю воду. Друзья, в общем, рыба отстоялась 3 часа. Теперь поменял я воду 3 раза. Теперь будем сушить. Значит, как такую мелкую рыбу вешают? Значит, несколько способов существует. Можно через леску, через глаз продевать все это дело. Но тогда вы не сможете по одному рыбу снимать, если вам нужно. А можно вот так. Вот такие скрепки, обыкновенные канцелярские скрепки. Для мелкой рыбки в самый раз. Раскрываем вот такие крючочки и вешаем. Главное, чтобы они друг друга не касались, друзья. А то может затухнуть так рыба. Чтобы хорошенько продувались. Теперь она будет здесь у нас вялиться. Вернее, сохнуть. Вялиться чуть-чуть другой процесс. Значит, дня 3-4. Буду проверять. Когда уже дойдет до нужной кондиции, до нужной мне кондиции, снимем. Все. Ну вот, друзья, прошло не 3-4 дня, а целая неделя. Всем салам с канала Каспийский берег. Друзья, так получилось, что я не смог приехать на дачу через 3-4 дня. Рыба провисела неделю. Сейчас посмотрим, в каком у нас состоянии. Знаете, нормально, не пересохла. Я думал, что она конкретно высохнет. Сейчас посмотрим. Сейчас мы их все поснимаем. Вроде все на месте. Вобла сушеная. Это раз. Это так, на всякий случай. И 2 кружечки. Красота, друзья. Вот ничего, по-моему, не нужно, да, больше, согласитесь, да. Рыбка соленая. Сейчас все это будем кушать и пить. Начнем с рыбы, друзья. Пиво холодное, остыть не успеет. Посмотрите, вот моя воблочка. Неделю сушилась. Это, конечно, немножко многовато. Ну, знаете, как ни странно, она не пересохла. Сейчас будем вот так прям ломать и смотреть. О, посмотрите, мясо какое. Отлично. Сейчас шкурку снимем. Сюда бы хорошо газетку, знаете, вот советскую газетку. Какой-нибудь там, не знаю, «Правду» или «Труд», или «Бакинский рабочий». Вот у нас в Баку были свои газеты, да, там «Бакинский рабочий», «Вышка». Меня отец часто отправлял за бакинским рабочим и за вышкой. Газет уже, к сожалению, найти очень сложно. Тем более советских. Было бы, конечно, для антуража просто супер, друзья. Но, к сожалению, газетки у меня нету. Я воспользуюсь вот этими магазинными каталогами. Да, ничего. Сойдет и каталог такой. Так, друзья, вот я сейчас разберу рыбку. Посмотрим, как она у нас
просолилась, провялилась. Ах, смотрите какая. На спинку посмотрите, какая жирная. О, хороша. Супер. Смотрите какая. Желтенькая. Вот на соль тоже отлично. В самый раз. Сколько я ее держал в соли? 3 суток, да? Отлично, значит оптимально вот для такого размера рыбки. Какие кусочки. Янтарный цвет, приятный. Что-то я про пиво забыл, друзья. Ваше здоровье, друзья. Вот в такую жару пьешь холодное ледяное пиво и вот такую вкусную натуральную рыбку. И чувствуешь себя, друзья, вот абсолютно счастливым. Просто абсолютно. Как мало его человеку нужно для счастья. А я как раз с моря, друзья. Накупался с утра. Не один, с семьей, конечно. Накупался с кайфом. И вот сейчас ледяное пиво. Я хочу, чтобы в этот момент прочувствовали, да, вот знаете, как вот с моря, с пляжа, в жару. И сразу вот к такому столу. А какое мясо, смотрите. Желтенькое, а. Лучше прям не придумаешь. Это у нас вобла, друзья. Многие эту рыбу ошибочно называют тарашкой, тарань, да, то есть. Но это неправильно. Хотя вобла и тарань это родственные рыбы, они оба вида к плотве относятся. Но тарань, тарашка, да, как ее в простонародье называют, она обитает в Черном море, а вобла у нас в Каспии. Так что посолил я именно воблу, а не тарашку. Посмотрите, знаете, кусочки, друзья. Обалденно. А знаете, вот интересно, я собирался ее сушить, вялить 3 дня. Оно у меня неделю повисело. Мне кажется, так лучше. Ну и про нашу бакинскую традиционную закуску. Про нут, про нохуд не забываем. Вот этот метод, если честно, если быть точным, это не вяление, друзья, это просто сушка. Вяление рыбы, просто сейчас про это почему-то никто не говорит, все забыли. Правильно вялить рыбу, это ее вялить на солнце. Многие думают, что на солнце она испортится. Ничего подобного. Если она правильно была хорошо посолена, чуть-чуть просушена и только потом выставлена на солнце, она никогда не испортится. Зато мясо рыбы становится в 2 раза вкуснее. У нее весь жир, вот при простой сушке, жир, где был в рыбе, вот в каких местах, он там и остается. А при вялении на солнце, там какие-то процессы происходят, я не знаю, как
какая-то там, не знаю, биохимия, да? Там и происходят такие процессы, что жир распределяется по всей тушке. То есть по всей рыбе распределяется жир, и она становится вот вся желтая, янтарного цвета. В следующий раз, дай бог, именно так и сделаю. Именно на солнце завялю рыбу. Вот как положено. Не просто высушу, как сейчас. Так тоже отлично. Ну, тот рецепт вообще просто обалденный. Будьте здоровы. Смотрите на эту красоту. Друзья, процесс сушки, вяления рыбы, а также холодного копчения я только начинаю. Так что болейте за меня. Я думаю, получилось неплохо, совсем даже неплохо. Но следующие партии будут вообще фантастические. Они будут у нас под бакинским солнышком правильно провялены. Спасибо большое вам за внимание, друзья. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.